Всем привет! Сегодня будем смотреть обзор новинки от российской фирмы Восточный экспресс. Американский авиалайнер Boeing 747, модификация SP в 144 масштабе. SP означает Special Performance, особые характеристики. Данный самолет предназначен для сверхдальних перелетов. SP по сравнению с Boeing 747-100 имеет укороченный фюзеляж, увеличенное хвостовое оперение и упрощенную механизацию крыла. Модель выпущена в 6 различных ливреях. Первая из них Pan American, вторая South African Airways, American Airlines, Korean Air, United Airlines, и заключительная Ryanair. Теперь пора вскрыть коробку и посмотреть, что же там внутри. Две половины фюзеляжа перед вами. Хвостовая часть дана отдельными деталями. Мы ее посмотрим чуть-чуть попозже. Хорошая глубокая расшивка. Естественно, она внутренняя. Хочу сразу обратить внимание на отсутствие иллюминаторов. Они даны в этой модели декалью. Присутствует облой. Сразу чувствуется, что шпаклевка к этой модели ой как понадобится. Изначально самолет разрабатывался под обозначением SB Short Body, то есть укороченный фюзеляж, а уж потом был переименован в SP Special Performance, о чем я уже говорил ранее. Остекление кабины пилотов перед вами, и даже на этой детали присутствует облой. Попытался я его примерить на фюзеляже, но без подгонки мне это как бы не удалось, к сожалению. Облой однозначно надо будет снимать. Модификация SP создавалась по заказу Pan American и Ryanair. Pan American был нужен вместительный самолет для полетов из Нью-Йорка на Ближний Восток. Авиакомпания Ryanair планировала открыть рейс Тегеран-Нью-Йорк. И вот за счет снижения веса из-за укороченного фюзеляжа позволил достичь большей дальности и скорости полета по сравнению с другими модификациями 747. Хвостовая часть фюзеляжа перед вами. Постараюсь примерить его к основной части фюзеляжа. Размер самолета составляет чуть больше 56 метров. Соответственно, размер модели, длина модели должна составить около 39 сантиметров. Ну, по моим подсчетам, расчетам, 2 сантиметров почему-то не хватило. Всего было построено 45 машин данной модификации 747. И, кстати, до сих пор некоторые эксплуатируются на Ближнем Востоке. Крыло перед вами, вернее, две половины крыла. Вот, с расшивкой на модели вот очень все прям прекрасно. Глубокая, ровная, очень близка к идеальной. Перед вами, как, наверное, вы уже поняли, верхняя часть крыла.
Следующая деталь, это как раз у нас уже идет нижняя поверхность крыла с нишами шасси, а в этом самолете их очень много, аж целых 5, 4 основных и передняя. Так, что тут у нас? Очень похоже на стабилизаторы и на кабину пилотов. Нижняя поверхность крыла. С ней тоже все хорошо. Киль самолета дан отдельной деталью. Четыре одинаковых литников с двигателями, с колесами. Соответственно, всего 4 двигателя, 4 стойки шасси, основных стоек шасси, ну и 16 колес. Каждое колесо располовинено, поэтому придется повозиться с ними. Литник с пилонами двигателей. Каждый пилон внутреннего двигателя состоит из 4 частей, а внешнего аж из 6. Еще один литник. Здесь у нас колеса для передней стойки шасси. Приборная панель. Облой в очень большом количестве, причем я показываю. Что очень хорошо для этой модели, то что есть какой-то интерьер кабины пилотов. Прям реально очень радует. И заключительный литник перед вами. Здесь всякая мелочевка. Кресла пилотов 3 штуки. Ну и пришло время инструкции. Инструкция, как вы видите, черно-белая, с описанием прототипа на 2 языках, русском и английском. Инструкция идентична для моделей, для всех моделей с различными ливреями. Вкладочка только цветная разная, так все аналогично. Содержимое набора аж на 4 страницах. На самом деле не маленькое количество деталей. Ну и сборка. Ну, инструкцию я бы поставил, наверное, 3 из 5. Ну и пришло время, наверное, рассказать о ливреях. Ливрея номер 1, декаль
перед вами это у нас компания Pan American. Первый самолет 747 SP вышел на линию Pan American в 1976 году. Кстати, остекление кабины пилотов можно сделать и декалью, так будет проще. Цветная вкладка к первой модели, как раз к ливреи Pan American. Ливрея номер 2. Это у нас South African Airways, флагманская авиакомпания Южноафриканской Республики. Авиакомпания существует и по сей день, входит в Star Alliance. Основана была аж в 1934 году. Каждую деталь на листе декалей нужно вырезать по контуру самостоятельно. Ну и естественно цветная вкладочка, что и куда нужно приклеивать. Третья ливрея это у нас American Airlines 1991 года. Судя по надписи на листе декалей, декаль разрабатывалась и печаталась фирмой Pass Decals, очень известной фирмой, как раз занимающейся печатью декалей. American Airlines является крупнейшей авиакомпанией в мире по общему количеству пассажирокилометров, размеру пассажирского флота, доходу и так далее. 871 борт на данный момент имеет American Airlines. Немало, согласитесь. Ливрея номер 4. Korean Air. Национальная и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи. Korean Air входит в первую двадцатку ведущих авиакомпаний мира по объему перевозимых пассажиров. Ну и, конечно же, цветная вкладка. Ливрея номер 5. Еще одна американская авиакомпания United Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний мира. Данная ливрея дана на 1993 год. Основана United Airlines в 1926 году, но самое интересное то, что это самая первая компания, где стали кормить людей на борту во время полета. И заключительная шестая ливрея это у нас Iran Air, одна из двух авиакомпаний, с помощью которой вообще эта модификация появилась в свет. Может быть, если не было бы Iran Air, и модификации SP тоже бы не было. Iran Air – государственная авиакомпания Ирана. Ну, вроде бы все показал, все, что мог, рассказал. Сейчас смотрите фотографии литников, декалей, все они в очень хорошем качестве. А я вам хочу сказать спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам не жалко, оставляйте комментарии. Увидимся, услышимся. Пока-пока.